Всем добрейшего времени суток, дорогие друзья! Приветствую вас в моей скромной таверне любителей компьютерного железа. В этом видео я покажу вам, как поменять кулера на видеокартах от Polit. По сути, этот гайд применим почти к любой видеокарте Polit, где есть вентиляторы такого типа. В 10 серии видеокарт Nvidia они ставили такие вертушки абсолютно во всех моделях с пометкой Dual. И эти кулера успешно уходили на тот свет через пару месяцев, а у кого-то и годами держались. В общем, думаю, это видео будет полезно как для тех, кто покупает сейчас дуалы на БУ и хочет поменять старые убитые кулера, так и для тех, у кого уже есть эти карты и вы просто хотите заменить охлад. Ссылки на продавца, у которого заказывались кулера, я оставлю в комментариях под видео. Ну а перед тем, как мы перейдем к замене кулеров, не забудьте подписаться на мой канал и нажать на колокольчик. Для вас 100 секунд делов, а мне будет приятно. Ну что ж, продавец в целом отправил кулера очень быстро и пришли они мне всего за 3 недели. Запаковано все очень качественно и при доставке ничего в целом не сломалось. Сразу хочется отметить, что провод у этих кулеров немного длиннее того, что стоял в моей 1070 Polit Dual. Но в целом мы сможем свободно его спрятать сверху видеокарты и каких-то особых проблем нам это не доставит. Скорее всего, это сделано для уникальности, чтобы они подошли абсолютно ко всем видеокартам. Кстати, на страничке с товаром вы сможете найти всю необходимую информацию про габариты и поддерживаемые модели. Ну а теперь давайте разберем нашу видеокарту и перейдем к замене. Если вы никогда не разбирали видеокарту, то делать это нужно предельно аккуратно, чтобы в случае чего у вас не выскочила отвертка и вы не повредили какой-либо элемент. Также отвертка должна очень плотно входить в болтик, чтобы не счесать резьбу и потом не выкручивать плоскогубцами. В общем, аккуратно и не спеша откручиваем 4 болтика, которые держат пластиковый кожух с кулерами. Затем аккуратно вытягиваем штекер кулеров из платы. Главное это делать медленно, немного пошатывая его по бокам, иначе можно вырвать вместе с креплением на плате. После того, как мы успешно соединили кожух, необходимо открутить сами кулера. Крепятся они на 3 болтиках по периметру. Аккуратно просовываем отвертку и выкручиваем их, чтобы снять сам кулер. После этого нам придется открутить еще держатель проводов с обратной стороны. Это обычный саморез, который просто прижимает провода питания кулеров. Затем, полностью демонтировав кулера, ставим наши новые. Я думал, есть какая-то разница между двумя кулерами, так как в оригинале в простое крутится только один кулер. Точнее, когда карта чутка нагревается, вращается только один кулер. Но китайцы заранее побеспокоились о нашей температуре, и кулера в комплекте абсолютно идентичные и будут прокручиваться сразу оба. Так что просто ставим кулера и не паримся. После установки у нас теперь стоит самая важная задача, это как-то по-человечески спрятать провода, чтобы мы смогли собрать карту. Из-за того, что провода длиннее, проложить как обычно у нас не получится. Поэтому я приколхозил стык между вентиляторами в пустое место под кожухом. А длинный провод под второй вентилятор обвел под крышкой верхней части платы. Теперь осталось только включить карту и надеяться, что все заработает. И как ни странно, оба кулера мне пришли рабочие и работают они абсолютно нормально на любой скорости. А судя по наклейке на кулерах, это и есть родные кулера для этих карт. И они абсолютно работают так же, как стоковые. В общем, вот такой видосик я решил сделать для тех, кто не знает, как поменять убитые кулера, чтобы не колхозить на стяжке обычные корпусные. А если у вас есть какие-то вопросы по сборке ПК или в общем по компьютеру, то вы можете написать мне в группу ВКонтакте. Постараюсь вам помочь. Также хочу напомнить вам, что я создал Discord канал, в котором вы также можете обратиться ко мне за помощью, а также просто пообщаться или найти тиммейтов. Спасибо всем, кто ставит лайки и подписывается на мой канал. До скорых встреч, друзья!